Picture you now, right in front of me. Your beautiful eyes looking right at me. Всем привет, всем здравствуйте. Продолжаем прохождение этой замечательной игры. Я в прошлый раз говорил, это было вчера, я надеюсь, сегодня выпущу видео. Если не сегодня, значит завтра. Если я выложил это видео, да, вас приветствует брейншторм из будущего. Чё мы? Я хотел на первой сложности попроходить. Давайте на первой. Может, получится Лича убить. Я за это время его убил только один раз. Довольно кривой спавн, мне не нравится. Попробовал с этим что-то сделать. Я не знаю, ребята, напишите в чате, на чат. Пересмотрел стримеров. Напишите, не знаю, кому интересно, в комментариях. Я собираюсь сейчас, ну, не то чтобы прикрыть Лупхира, попробовать, может, что-то другое постримить. Я все уже. У меня от жары. У кого жарко? У кого жарко? Напишите об этом. Потому что у меня очень жарко. Мозги очень сильно плавятся. Забвение приходит замечательно. Первая глава должна быть очень легкой. Если хорошие шмотки будут падать, она скорее всего пройдется. Хотелось бы попроходить какую-то другую игру. Я не знаю, если брать вот у меня сейчас на примете Террария, я к ней больше всего склоняюсь. Либо же игра похожа чем-то на... Я даже не знаю, на что она похожа. На Stardew Valley, если вы знаете. Чем-то похоже на Stardew Valley, похоже. Тоже там бегать, майнить надо, крафтить. Дерево прокачки есть. В общем, очень быстрая версия, если так подумать. Очень быстрая версия Stardew Valley. Как вариант. Но больше всего склоняюсь к Террарии. Единственная проблема, если я буду записывать Террарию, то, скорее всего, Лупхира будет выходить, ну, реже. Зачастую реже, потому что Террария это как линейная игра. Поэтому, скорее всего, я надо будет довольно часто играть. Ну, то есть там важна будет последовательность. Если тут забеги нивелируют друг друга практически, то Террария наоборот. У тебя там прохождение. Кстати, 2 забвения замечательно просто. Ставлю сразу в деревню. Поэтому не знаю, может попробую, а может нет. Но я думаю, должно получиться неплохо. Террарию я наиграл довольно много времени. Довольно много времени. Поэтому кому будет интересно, кто вообще будет смотреть это видео, отпишите, я чекну. Немного грустно так говорить с собой,
если сейчас мои видео вообще перестали, ну, практически вообще смотреть. Я сейчас что-то говорю сам с собой. Это то же самое, что начинающая карьера стримера. Ты стримишь, заходит человек, и ты полностью не то, что его начинаешь задалбывать, а максимально прям ему внимание уделять. Не говорю, что это плохо, но просто сам факт нехватки зрителей и просмотров. Главное делать то, что нравится. Начнем с этого. Если мне нравится записывать, даже если никто почти не смотрит, то ну и ладно, значит так надо. Значит, в скором времени или начнут смотреть, или не начнут. Не стоит расстраиваться, по крайней мере. О, казна приходит. Аллилуйя. Кстати, вопрос. А сюда же ставится, это уже считается задорожная клетка. То есть сюда, допустим, лук можно поставить, да? Будет ли тут спавниться замок Лича? Вне дороги. То есть я знаю, спавнится на дороге и у придорожных клетках, а в отдаленных от дороги спавнится или нет. Проверять не хочу, поэтому на всякий случай заставлю. Хотя, смотря какой билд будет. Если будет билд хороший, то я могу рискнуть. Попробовать там ничего не ставить. Хороший процент вампиризма собирается, пока я тут разговариваю. 27% это довольно неплохо. Но это я менять не буду. Причем шмотка, как я и говорил, в принципе хорошая, падает скоро, левел-ап вообще будет. Вообще шикарно. То есть волки меня вообще не... О! Еще лучше вдвойне, только теперь лугов надо очень много. Очень много лугов. Продолжаем. Попадает щит. Щит на защиту, это омега защита. Так, надо навык качнуть. Вопрос, если у меня только одно умение, если я возьму переосмысление, у меня сразу 3 умения будет. Могу проверять. Ха-ха-ха. Ну то есть я просто заменил, допустим, мне не понравились те 2. Я заменил. Я не знаю, что брать, таран или рассветный клинок. Я думаю, таран как контроль подойдет. Хотя на 1 секунду это очень незначительно. Не знаю, очень смутный выбор был. Очень много ресурсов забирать с казны. Не знаю, может на обычных мобах это не сильно ощущается, но если будет, когда будет схватка с мечом, то мы, считайте, первый удар его затормозим. То есть у нас скорость атаки будет выше. Ставлю так, потому что сюда, допустим, скалы пойдут. Поле поставить. Вот угол опасная, по 30. По 30 с лишним сносит. Ну, билд на уклонении тоже очень крут.
Но он опять же собирается на плуте. Кстати, я не меняю щит. Нет, пока что не надо. Вот это хорошо. Контрудар меня не сильно интересует, а защита. Ну, я лично в этом больше профита вижу. Ну, очень хотелось бы, но нет, нельзя. Так, раскалы я туда буду ставить, сюда могу поставить. Хотя вот тут вампиризма выше, давайте я не заметил это. Надо поставить. Вампиризм 35%. Это очень много. Но я все еще жду кровавую рощу. Неинтересно. Неинтересно. Типа можно поставить, конечно, 8% вампиризма за счет 0,6 и регенерации. Но регенерация тоже довольно полезна сейчас, когда вне боя время провожу. Ой-ой-ой. А я, наверное, одену, потому что, считайте, почти в 2 раза больше урона. Плюс контрудар больше, чем в 2 раза. Это 7-я пушка на 6-м кругу. Я всех контратакую. С них очень много шмоток падает. Кстати, я, наверное, поставлю... Вынужден так ставить и убирать лагерь. Не знаю, выставляю все максимально. Лук еще падает. Блин, я, наверное, зря поставил это. Очень зря. Если еще одна казна придет, я мог бы халявное место формануть. Надо было сюда ставить. Ну ладно, не важно. Все равно ресурсов довольно много. Я предлагаю начать собирать уклонение. Плюс контрудар. Не знаю, какая-то смешанный билд. Чуть-чуть регена, чуть-чуть вампиризма. Контрудара довольно много. Уклонение тоже неплохо. Вот это будет получше, хоть и урона меньше. Гору последнюю и все. Едем дальше. Сними-ка на вампиризм. Ну, я не хочу уже вампиризм играть. Хочу уклонение. Уклонение.
не надо. Так, пшеничных полей очень много падает. Не знаю, радоваться или нет, это подхил. Дополнительный источник подхила. Кладбище. Еще одно. Можно рядом поставить. Идем дальше. Больше половины полоски босса уже заполнено. Скорость атаки неинтересно. Щит на урон по всем. Я не знаю, кто пользуется уроном по всем. Божий, булава на урон по всем. Это что-то с чем-то. По 22 урона по всем. Вот тут как бы сейчас паучки отлетели. Но не хочу менять. Кстати, если хочешь собрать билд на одном параметре, то лучше собирать серые шмотки. А что-то меня как-то просадили. Как-то просадили, но реген секунду, кстати, вот реген секунду 2,4 это очень хорошо. Но я пью вообще почти все зелья, это очень плохо. А потому что гарпия. Потому что гарпия. Щит я не меняю. Еще одно поле битвы. Где вот есть пустые слоты? Допустим. Пора бы уже казну заполнять первую. Level up. Наверное, кульбит возьму. 36% отклонения есть. Еще кольцо 7 уровня, серое на уклонение. Будет вообще найс. Заполняю казну, кстати. Временем. Меч на реген в секунду. Я думаю, я это возьму. На уклонение очень хорошая броня, потому что у меня сейчас броня вообще была плохая. Хоть КП поднял. Казна упала, довольно поздно упала. Это мне не интересно.
4,8 регенерация. У меня это, походу, самая высокая, которую я мог собрать. Сразу его сношу, наверное. О, я я понял. Это было очень глупо, я случайно мискликнул. Поставил криво. Она должна была вот тут стоять на этой клетке. Но я сносить в любом случае не буду. И деревню нельзя ставить еще одну. Она меня убьет просто. Не буду убирать, там уклонение есть. Как-то буду пытаться. Если вы не забыли, то мне надо было нафармить 8 большой древесины. У меня 4 уже есть. Я в принципе могу еще успевать. Я думаю, я заполню еще одну казну. Уклонение выше я беру. Уклонение 41%. Очень сильно. Сильный отхил идет у меня. А вот тут уже поинтереснее. Но уклонение не хочется терять, поэтому не буду. Тут еще больше, в 2 раза регенерации. Но лучше уклонение. Там лич бьет по 100 с лишним. Если отхилю, допустим, там 50 хп, а так могу уклониться от сотки. Хотя там стабильный реген. Я не знаю, ну пусть лежит пока. Может поменяю. По защите что? Какой буст? На 4 защиты всего. Можно вообще в го все отмена. Включаем регенерацию. 8,4. Меня моментально хилит. При этом уклонение осталось. Очень быстрый отхил. Теперь мне нужно всего лишь броня на реген в секунду. Даже если серая. Тут регена, потому что вообще нету вампиризма. У меня 14% уклонения, я не знаю, что это на того. Вороща вторая уже не нужна. Поле битвы. На 8,4.
При этом я могу еще больше собрать уклонения. Я, наверное, буду ставить уже всякие коконы, не знаю, куда-то сюда. Да, возле рощи поставить кровавую рощу, чтобы помогало. Я не понимаю, с кого падает броня 4 уровня. Ничего интересного. Хотя вот реген в секунду есть, но урон по всем мне не нужен. Бесполезно. Оружие какого-то 8 уровня, потому что урона явно не хватает. 9, но он без регенерации, поэтому не буду. Пока что не буду, оно так-то будет лежать еще. Щит. 14. Брони больше. Очень сильно, но регенерация, я думаю, покроет больше. Еще одна деревня. Я, скорее всего, прямо сейчас могу босса призвать уже. Где я на кругу? Скорее всего, сейчас начну размещаться как-то так. Лагерь с гоблинами плохо. Ну, скорее всего, да, я до круга, ну, в следующем кругу уже убью. Я надеюсь, я по зельям не просяду, потому что если мне не изменяет память, то они не восстанавливаются в начале босс-файта. Жалко, второй левелап, вернее, третий не успею сделать. Скорее всего. Хотя вот паучий кокон. 2 кокона. Сейчас уже вопросики. Где я не застроил? Я не застроил вот тут. И вот тут, вот эта последняя клетка. Мне нужна какая-то дорожная карта. Ой, дорожная, наоборот. Не дорожная. Срочным образом. Вот гора. Ну, гора не самая удачная, но... Все, теперь точно ничего тут не появится. Все, я думаю, сейчас будем босса убивать. Хотелось бы, конечно, еще одну казну застроить. Но это уже все, лич появляется. Музон напряженный. Я думаю, мы с ним справимся. 8-4 регенерации, плюс 14 склонения. Здесь еще больше уклонения. Только вампиризма не будет, конечно, но возможно 1% уклонения что-то решит. Глупый герой, надо бить вожака. Вожак сейчас забафается, будет печально. А, он еще и мелкого гоблина начинает бить. Ну, по идее, зелье не должно проседать никогда практически. Паук. Хотя у меня 6 урона по всем. 9 даже. Вылетело 6, а было что 6. Не буду надевать там регенерацию.
выставляем. Успеть бы все выставить. Три луга есть. Я не знаю, я их выставлю, скорее всего, как-то вот. Вору как-то так. Луга как-то так. Либо мне уже ничего не пригодится, в принципе. У меня 2 клетки пройти и будет минус. 2 собаки ничего не сделают физически, даже отхилюсь на них. Очень жирные успехи, не могу избрать. Левел ап, кстати. Регенерация удваивается, я думаю, нам это поможет, если вдруг нас Twitch просадит. А вот тут 2 скелета, один из которых квестовый. Это очень неприятно. Это нас вряд ли убьет, но на грани питья зелья, я думаю, мы станем по 60 сносит. Я поняла, 2 удара, да? А, нет, этот один сносит 60. Нет, не могу. Ну и на этом... На этом все. Босс. Остаюсь. По 120 сносит. Я сомневаюсь в нашей победе, если честно. Я только что зелье выпил. У меня еще 2 зелья. Второе выпил. Это очень плохо. Я проиграю. Хотя... Почему? Я не понимаю. Регенерация удвоена, но у меня все равно тут показывается... Нет, ну... Слабо. Уклонение было бы лучше. Надо было отступать. Увы. Ну, кстати, я не знаю, мне, наверное, повезло очень сильно с Личом. Первый раз. Окей, ну я мог бы, кстати, если бы я сейчас сбежал, я мог бы построить уже... Могу построить притон. Ну, значит, не судьба. Значит, в следующий раз. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.